Привет! Вы на канале Toy House, и сегодня мы с вами опять изучаем ПДД, правила дорожного движения, и конкретно запрос был от подписчика. А что нужно сделать, чтобы вас вдруг не размазало в пробке между двух фур? Вот такой был вопрос. Прежде всего, конечно же, есть правила дорожного движения. Это нужно соблюдать дистанцию в городе. Когда мы едем медленно, 1,5 метра до машины, да, соответственно, на трассе это примерно корпус автомобиля вашего. Конкретно мы берем пятнашку, вот добавляем сюда примерно корпус, да, ну, вот так вот. Вот такое расстояние будет оптимальное. Но есть еще негласное правило. Можно делить скорость пополам. Если вы едете со скоростью 100 км в час, то до следующего автомобиля, соответственно, вам надо держать расстояние 50 метров. Это будет оптимально. Либо еще есть правило 2 секунд, но оно чуть посложнее. Все-таки по скорости более удобнее ориентироваться. Итак, вот это основные правила, чтобы такого не произошло у вас. Но теперь мы рассмотрим разные ситуации. Смотрите, смоделируем, так сказать. В общем, идет у нас грузовик, конкретно МАЗ это у нас. МАЗ. Прет груженный, да. Вы едете на пятнашечке. Ну, не вы, пусть это будет вымышленный у нас водитель. И какое-то препятствие, например, пробка, да, ремонт дороги. Он тормозит. Вы, соответственно, если ехали, соответственно, с минимальной дистанцией, да, либо, так сказать, близко подъехали к нему. Чем это чревато, ребята? Сзади у нас едет груженный КАМАЗ с песком. Старенький, соответственно. Уже, может быть, тормоза отказали у него. Ну, неэффективно, так сказать, работает. И он начинает тормозить. Тормозит, 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 тормозит. Не успевает. Вы улетаете вот сюда, ломаете вот эту вот балку. Ваш автомобиль улетает под фуру. Если у КАМАЗа скорость была большая, то, соответственно, здесь получается лепешечка. И очень-очень это, ну, такая печальная ситуация. Что можно сделать в данной ситуации? Во-первых, мы держим дистанцию до впереди идущего автомобиля. И останавливаемся не впритык к нему, не вот так вот. А остановитесь, ну, я не знаю, метров хотя бы, чтобы было 20, да, чтобы у вас было время, как бы, так сказать, для маневра. Расстояние, время для маневра. И смотрите, что у вас происходит сзади по зеркалам. Не сидите расслабленно, остановившись, а смотрите. И если вы видите, что КАМАЗ не собирается останавливаться, да, соответственно, либо он вам как-то сигналит, маячит, либо еще что-то делает, просто уезжайте, уходите в сторону. Уходите в сторону, и, соответственно, ну, КАМАЗ будет как-то тормозить. Если он врежется, например, в фуру, то, ну, это чревато будет водителю КАМАЗа, но не вам, соответственно. Что еще я делаю? Конкретно я делаю. Если вот такие вот пробки образуются на дороге, я останавливаюсь, начинаю тормозить довольно-таки далеко. Уже показываю этому водителю, что я торможу. И после остановки я включаю аварийку, да, стою на аварийке, чтобы данный водитель меня увидел, ну, как-то сориентировался уже, и тоже сижу и смотрю в зеркала. Однажды у меня был случай, расскажу вам из жизни, но он был в городе. МАЗ здесь, в принципе, нам уже не нужен. К сожалению, нет у меня светофора, было бы нагляднее показать. В общем, вот представим, что это светофор у нас. Ехал, остановился на светофоре, а сзади меня ехал вот такой вот грузовик. Только это был китайский Чакман, что ли, не помню, ну, что-то из этой серии. В общем, был пригорок, спуск. Здесь светофор у меня красный загорелся, я останавливаюсь. И я вижу картину, ребята, что он не останавливается. Я продумываю действия. Хорошо, как бы машины, вот здесь был перекресток, машины отсюда не выезжали. Думаю, ну поеду-то я вперед, если он не остановится. Но водитель данного грузовика сориентировался и ушел. Но здесь отбойник у меня, там была обочина. Он ушел на обочину, начал тормозить обочину. В общем, он остановился.
как бы съехав в кювет немножечко. Какой вывод из этого всего можно сделать, ребят? Быть внимательным за рулем. Если вы остановились на светофоре, первым особенно, либо за фурой, все-таки смотрите в зеркала. Ситуации бывают разные, да. Бывает, у вас будет возможность уехать от этой ситуации. Может такое случиться, что не будет, бывает, да. Разные ситуации. Но тем не менее, отвлекаться за рулем, да, нельзя. Остановились, посмотрите, пока сзади вас автомобиль остановится, и тогда уже можете чуть-чуть расслабиться. В общем-то, вот такой вот видос. Пишите дальше комментарии, что еще вам снимать. Все ваши вопросы читаю, ситуации разбираю и буду моделировать. В общем-то, все. Вот такой вот видос. С вас лайкос и хорошей, удачной дороги.